Всем доброе утро, всем хорошего настроения, прекрасного дня. Друзья мои, перед вами моя уценочка. Я купила ее месяца 3 назад на распродаже за 75 гривен. Не знаю, что это за сорт, не знаю, как цветет, но уже радует. И радует своим желанием жить, своими темпами роста. Посмотрите, какой новый красивый лист. Она растит из серединки, из центра своего, из точки роста. Красивый, здоровый лист. Корни у нее появились. Хочу вам показать ее корешки. Посмотрите, какой у нее активный рост корней. Сейчас, друзья. Она меня просто удивляет своим желанием жить. Адаптировалась. Вот, смотрите, какие жирнючие. Все как мы любим. Жирнющие корни. Вот, посмотрите, ребят. Не пересаженная. Вот даже из шейки пошел корень. Посмотрите. Замечательно. Я не пересаживаю орхидеи после покупки. Я даю им возможность адаптироваться, и эта возможность, они используют эту возможность. Длительная адаптация способствует успеху. Здесь неплохой грунт, в который она посажена. В принципе, меня устраивает, ее устраивает. Смотрите, срезан цветонос. И вот, одновременно с ростом корней и листьев, она еще и хочет нам показать, кто она. В общем, мы не против. 1-2 бутончика, я думаю, здесь у нее вызреют. А может и больше. В общем, ребята, вот такая вот ценочка замечательная. Я вижу, что это будет, скорее всего, не маленький кустик. Посмотрите, какие листья. А листья ремневидные, тоненькие, но длинные. Что я хочу сделать? Я практикую уход с использованием лимонной кислоты либо лимонного сока. Вот у меня есть лимонная кислота. Я немножко добавляю в воду. Есть, конечно, рекомендация 1 грамм на литр. Но я делаю все на глаз и протираю листики. Орхидеям это нравится. И нравится мне, потому что листья начинают приобретать эстетичный вид. Они блестящие и переливаются, ухоженные. Ну и орхидеи очень любят кислоты. В общем, сейчас я этим займусь. Друзья мои, я приготовила спонжи, лимонную кислоту. Есть у меня мисочка. Я вот так на глаз немножко насыпаю, добавляю водички, мочу спонж и обрабатываю листовую пластину с 2 сторон. Лимонная кислота, ребят, очень быстро растворяется в воде. Водичку я беру кипяченую, тепленькую, и все. Спонж я обмакиваю в водичку. Так, ребят, сейчас установим камеру и произвожу протирание листовых пластин с 2 сторон. А потом эту воду я просто этой водой подкисленной проливаю грунт. То есть одновременно даем и по листу кислоту, и поливаем. Ну, вот такими нехитрыми движениями. Сделаю повыше. Начинается мой такой утренний уход. Это не каждый день я делаю. Раз в несколько недель. Вот такими поступательными движениями, ребят. Для каждой орхидеи я беру отдельный спонж, чтобы не перенести с одной орхидеи на другую никакого вредителя, заболевания. В общем, все стерильно в этом доме. Водичку можете попробовать, если вам кажется, что она недостаточно подкислена, добавьте еще больше лимонной кислоты. Чем хороша лимонная кислота, это тем, что удобство. Не нужно бежать за свежим лимоном, не нужно
выжимать сок. Можно просто взять, купить. Вот здесь у меня, смотрите, 100 грамм лимонной кислоты. И этого количества хватит на длительное время. Орхидеи с удовольствием откликаются на подобный уход. Их вид становится более здоровый, ухоженный. И одновременно происходит профилактика и гигиена. Потому что, протирая листья, мы даем возможность раскрыть устица у орхидеи. И тем самым увеличиваем ее возможность к фотосинтезу. А что для орхидеи нужно? Свет, вода, тепло, ну и питательные вещества, которые мы вносим на этапе вегетации. Вот так, друзья. После кислоты лимонной не остается даже никаких разводов и следов на листьях. Даже я вот так плюхаю и цветонос протру. Все. Я даже попадаю немножко в серединку, но постояв на солнышке, она всю эту подкисленную водичку впитает. Вот. Таким образом я ее купаю. Так я проделываю со всеми орхидеями. Воду я эту не использую для других орхидей. Я просто ее добавляю в горшок. Эта орхидея как раз нуждается в поливе, потому что у нее корни уже имеют серый цвет. В общем, вот так в этот раз поверх горшка я ее поливаю. Сидит она у меня в таком вот пластмассовом кашпо. Это кашпо, ребята, пропускает частично свет. Видите? И корням нравится, орхидеи нравится, но главное, что нравится мне. Потому что самое главное в уходе за орхидеями, это когда удобно вам и хорошо вашим орхидеям. Все, друзья, вот такое нехитрое утреннее видео по уходу за моими орхидеями я решила вам сегодня снять. Надеюсь, что в комментариях вы напишите, что делаете вы и как откликаются ваши орхидеи на подобный уход. Можно использовать разные средства при уходе за орхидеями, разные полироли. Янтарную кислоту тоже можно использовать для протирки листьев и обрызгивания. Но янтарная кислота у меня используется очень редко, а лимонная кислота мне нравится больше, потому что мне важен эстетический вид растения, ну и, конечно же, здоровье растения. Янтарная кислота – это больше про рост корней, про стимуляцию роста орхидей. А лимонная кислота – это больше про уход. Ну, вот так, друзья мои, посмотрите. Лист моментально обсыхает. Видите? Все замечательно. Все, на солнышке орхидея заиграла другими красками. Пыль стерта, листья дышат. Все замечательно. Все, друзья мои, всех обнимаю. Спасибо, что были со мной. Делитесь этим видео. Ставьте свои лайки, пишите комментарии. Пока-пока. До встречи на канале.